Всем привет! Сегодня будет ремонт Nissan. Это Nissan Rogue 2018 года с мотором 2.5 и установленной газовой установкой. Сейчас я покажу, какая проблема с этой машиной. Пробег у этой машины 46 тысяч километров. И давайте заведем и посмотрим, как она работает. Не знаю, слышно вам или нет, но я отчетливо слышу неустойчивый холостой ход, вибрации на кузове, хотя стрелка тахометра довольно четко стоит. И я сейчас буду пытаться выяснить причину этого. Автомобиль в боксе установлен на подъемник. И я уже открыл капот. Сейчас посмотрим, что у нас с мотором. На этот двигатель установлено газобаллонное оборудование 4-го поколения. Там вдалеке виднеется редуктор. Здесь отсечной клапан. И особенности этого двигателя, вот его маркировочка отлитая на креплении двигателя. Особенности этого двигателя заключаются в том, что у него нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. И регулировка теплового зазора осуществляется стаканами. Поэтому при работе на газовом топливе зазоры активно изменяются. Изменяются в сторону уменьшения, и поэтому при прошествии небольшого количества времени начинает зажимать клапана. Это отрицательно сказывается на работе, которая проявляется вот такими вот вибрациями, неустойчивым холостым ходом, повышенный расход топлива. И если игнорировать эту проблему, то в дальнейшем это приведет к дорогостоящей поломке двигателя, то есть повреждение клапанов. Они по сути прогорят, и машина перестанет работать. Надо будет вынимать двигатель и делать его ремонт. Поэтому для того, чтобы предотвратить такую проблему, мы сейчас долезем до клапанного механизма и померяем его зазор. Зазор должен быть определенный и не должен быть сильно большой или сильно маленький. Если зазор в клапанном механизме не соответствует тому, что говорит завод, то будет проблема с работой двигателя. Поэтому сейчас моя задача проверить зазор в клапанном механизме. Для этого мне надо снять вот эту вот крышку. Ну а чтобы ее снять, мне надо снять ресивер, снять опору двигателя, снять вот эту проставочку и крепко все подразобрать. Пока я буду разбирать, я доберусь до свечей зажигания и тоже посмотрю ихнее состояние, потому что ихнее состояние непосредственно влияет на работу двигателя. Итак, с чего мы начинаем? Мне надо будет доступ к шкиву коленвала, чтобы проворачивать двигатель. Для этого надо будет снять колесо, подкрылок, и после этого я доберусь до шкива. Также мне надо будет снять опору двигателя, соответственно, надо снять защиту двигателя снизу и подставить какую-то опору, чтобы можно было спокойно все здесь разобрать. Вот так выглядят элементы крепления двигателя, в частности это подушка и кронштейн опоры двигателя. Под капотом я уже снял подушку, снял клапанную крышку, поснимал катушки зажигания и выкрутил свечи. И сейчас можно приступать к замеру клапанных зазоров.
Этот замер производится между кулачком распредвала и толкателем клапана, который имеет форму стакана. Сейчас я все покажу. Для того, чтобы измерить зазор, надо провернуть двигатель. Для чего это делается? Зазор меряется на всех клапанах. Клапанов здесь 16 штук. И померить с первого раза все не получится, потому что зазор меряется только в определенном положении распределительного вала. То есть, когда кулачок распредвала находится максимально далеко от стаканчика регулировки. Стаканчик, сейчас я покажу, находится вот здесь, вот он. Вот, в принципе, в таком положении, когда кулачок смотрит вверх, можно мерить зазор. Соответственно, так как распредвал изготовлен таким образом, что кулачки смотрят в разные стороны, это нормально, то нам надо поворачивать распредвал, пока не будут выставлены кулачки в таком положении. Соответственно, тут можно померить зазор, здесь нельзя померить зазор. Меряем тут зазор, проворачиваем распредвал и выставляем кулачки опять в такое вертикальное положение и меряем тут зазор. Значит, чтобы вращать двигатель, надо вставить в шкив коленвала головку, длинный удлинитель и вороток, как у меня. И вращая, нажимая на вороток, мы будем проворачивать распредвал. Я сейчас рассказываю такие прописные истины, может быть, кому-то это будет неинтересно, но, тем не менее, кому-то будет все равно интересно, будет не лишним. Итак, после того, как мы можем вращать, выставляем по очереди, начинаем с этого цилиндра, выставляем тут кулачки вверх, меряем, дальше крутим коленвал, выставляем эти кулачки вверх, меряем, и так по порядку все 8 клапанов на впуске, и потом по порядку все 8 клапанов на выпуске. И сейчас посмотрим на результат. Вот такой результат у меня получился. Я взял листик бумаги, записал, какие зазоры должны быть на впуске. В частности, у нас на холодном меряется должно быть от 0,24 мм до 0,32 мм. В таком диапазоне считается зазор нормальный. На выпуске от 0,26 до 0,34. В принципе, в среднем это 0,3 мм. Здесь чуть-чуть меньше. 0,28 мм. Ну, можно ориентироваться на 0,3 мм. Итак, давайте посмотрим на зазор измеренный. Измерял я обычным набором щупов. Вот так он выглядит. Вставляю щуп по очереди и измеряю зазор. Не очень видно, но не важно. Я думаю, что понятно, куда его вставлять и что мерить. На первом клапане у нас зазор 0,25. Как мы видим, минимально 0,24. То есть здесь все в порядке. Здесь все в порядке, здесь все в порядке. Здесь и здесь все в порядке. То есть на впуске у нас все хорошо. А вот на выпуске стандартно все плохо, потому что выпуск работает в напряженных условиях, он подвергается значительным термическим нагрузкам, из-за этого седла клапанов подгорают. И поэтому клапан немножко приподнимается и зазор уменьшается. Это нормально. Здесь, соответственно, у нас 0,13, 0,15, 0,15, 0,2, 0,2, 0,2, 0,15, 0,18. Все эти зазоры не вписываются в допуск. Соответственно, нам надо регулировать зазоры на выпускном распредвале. Как регулируются зазоры? Так как, можно сказать, повезло, на впуске
Зазоры трогать не надо, надо регулировать только на выпуске, поэтому надо снимать распредвал выпускной. Что для этого надо? Так как двигатель с цепным приводом, то надо снять переднюю крышку, добраться до цепи, снять цепь, после этого открутить переднюю опору и дополнительно вот эти опоры. И заднюю крышку тоже, не забываем. То есть, в принципе, все нафиг разобрать, и только после этого можно или снять, или приподнять распредвал, чтобы добраться до стаканов. Стаканы вынимаются, смотрятся ихний зазор, вычитается из таблицы, которую я нарисовал, какой необходимо стакан, и ищется нужные стаканы, вставляются, собираются, все собирается, опять промеряется зазор, и если все в порядке, тогда мы собираем двигатель, и на этом регулировка заканчивается. Как вариант, можно подточить стаканы. Это гораздо экономически выгодней, быстрее, но есть нюансы по поводу подточить. Кто-то точит не очень хорошо, кто-то получше. То есть это все зависит от руки человека, который это делает, и, соответственно, работа всего клапанного механизма, а из-за этого и работа всего двигателя зависит от человека, который точит стаканчики. Поэтому такая процедура очень, скажем так, рискованная. Не хотите рисковать, покупайте стаканы. Хотите попробовать, сэкономить, тогда точим. На этом буду видео заканчивать. На сегодня у меня все. Я сейчас соберу все на место, отдам машину и уже буду разговаривать с клиентом по поводу регулировки. Если честно, то особо заморачиваться не хочется, потому что работа трудоемкая. Я за эту работу буду брать много денег, и, соответственно, клиент согласится или нет, посмотрим. Поэтому все. На этом все. Всем пока и удачи!